Всем привет! Сегодня готовим домашнюю куриную колбасу. Как по мне, делается все просто и легко, а получается очень-очень вкусно. И для начала нам понадобится 2 куриных филе и 4 куриных бедра. Какой вес, значения не имеет. Главное, чтобы было 2 и 4. Куриное филе нужно будет полностью все превратить в фарш, любым удобным для вас способом. Я же буду это делать через блендер, поэтому все филе нарезал на небольшие куски, чтобы блендеру было легче с ними справиться. Готовый фарш отставляем пока что в сторонку. Ну а полностью со всех 4 куриных бедер нужно будет аккуратно снять шкуру, повырезать весь лишний жир, который будет присутствовать, вырезать полностью все косточки, шкуру и кости полностью все отправляем в сторонку, они нам больше не понадобятся, а все остальное мясо, которое у вас получится, нужно будет нарезать на небольшие кубики. Нарезанное кубиками мясо отправляем в отдельную глубокую тарелку. Сюда же к мясу отправляем весь фарш из куриного филе. Далее берем 4-5 зубчика чеснока и пропускаем их через чесночный пресс. Также чеснок можно было заранее перемолоть вместе с куриным филе. Затем в эту тарелку добавляем 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку обыкновенного черного молотого перца. Еще нам сюда нужно добавить 2 чайные ложки обыкновенной паприки. Паприка добавляется всего лишь для цвета. Ну а дальше не стесняемся и вот так вот просто руками нужно очень хорошо все перемешать, чтобы все специи, кусочки мяса, все смешалось и равномерно распределилось по всему фаршу. После того, как вы первый раз все перемешали, нам понадобятся сливки жирностью 10%. Их нужно будет примерно 100-120 грамм. Отправляем их в тарелку. А затем полностью все еще раз перемешиваем, и вы увидите, что сливки как будто бы впитываются в мясо. Они равномерно должны будут впитаться полностью весь фарш, который у вас получается в тарелке. И после того, как вы все хорошо перемешали, убедились, что жидких сливок уже не осталось, они впитались в фарш, берем пищевую пленку и накрываем тарелку пищевой пленкой. После этого отправляем все в холодильник минимум на 3 часа. Через 3 часа достаем все из холодильника, убираем пленку и ложкой еще раз очень хорошо все перемешиваем. Затем берем рукав для выпечки, разрезаем его таким образом, чтобы у нас получился один большой цельный лист. И с ближайшего к вам краю укладываем ровно половину того фарша, который у вас получился в тарелке. Укладывайте его в виде полоски, чтобы он приобрел будущую форму вашей колбасы. Ну а дальше нам остается все это свернуть лишь в небольшой рулончик, так чтобы он приобрел как можно лучше похожую форму на колбасу. В этом случае старайтесь сворачивать все очень хорошо и очень плотно. В конце нужно будет вот так вот все хорошо уплотнить. Заворачиваем так, как будто бы сворачиваете хорошую конфетку, но очень хорошо все уплотняйте. Дальше вам понадобится помощник, чтобы вот эти вот 2 края нужно будет хорошо плотно связать. Одному это сделать очень сложно. И таким вот образом у вас должно будет получиться 2 красивые аккуратные колбаски. После этого их отправляем в разогретую духовку до 200 градусов на 1 час или час 20. Все зависит от вашей духовки. Либо же, если нету духовки, можно отправить все в кастрюльку с водой и на протяжении часа варить все на маленьком огне. Я в духовке все выдержал ровно час 20, и вот такая вот красота у меня получилась. Далее перекладываем все в отдельную тарелку, и нашему изделию нужно дать полностью хорошо остыть. Итак, моя колбаса остывала у меня примерно 4 часа, и сейчас посмотрим, что же у меня получилось. Берем нож и начинаем разрезать. Смотрите, разрезается все хорошо, форму держит отлично, ничего нигде не лопает, ничего нигде не разваливается. Ну и вот как-то так колбаса выглядит в разрезе. Как по мне, она напоминает рубленую куриную колбасу. По вкусу получилось необычно, совсем не похоже на магазинную рубленую колбасу, но то, что вы такую колбасу сделаете в домашних условиях, это огромный плюс. Она получается намного вкуснее и намного полезнее той, что продают в магазинах или на рынках. В этот рецепт я бы добавил еще каких-то специй, например, итальянских или прованских трав, ну и, конечно же, нужно обязательно добавить горчицу в зернах. Будет еще вкуснее. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Вот такой вот необычный, простой, очень вкусный рецепт сегодня получился. Если вам понравилось, обязательно поделитесь с друзьями, поставьте лайк и напишите в комментариях, делаете вы так или какой у вас есть другой рецепт домашней куриной колбасы. Также обязательно посмотрите еще один очень вкусный ролик. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!